Глава 1676. Зарождающийся дьявол и духовное тело. Хань Ли улыбнулся, оценивая зарождающегося дьявола, и махнул ему рукой. Духовный свет мгновенно вспыхнул от зарождающегося дьявола и растворился в теле Хань Ли в виде полоски черного света. Оказалось, что после использования драгоценных материалов, собранных для проявления существенной формы для своей золотой проекции, Хань Ли непреднамеренно обнаружил, что его зарождающийся дьявол может легко завладевать золотым телом и использовать дьявольскую ци внутри него, чтобы продолжать культивировать свою высшую иньскую дьявольскую ци. В то же время вторая зарождающаяся душа могла выпускать свое зарождающееся пламя, чтобы закаливать это тело, что было очень полезно для проявления этого золотого тела. В этом случае Хань Ли, естественно, был более чем счастлив позволить ему обладать проекцией. В конце концов, его вторая зарождающаяся душа была фактически самостоятельным существом, поэтому ему не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы направлять ее культивацию или помогать ей контролировать золотое тело. Было просто жаль, что этот зарождающийся дьявол обладал довольно скромным уровнем культивации. Если бы он мог достичь практически того же уровня культивации, что и Хань Ли, а затем овладеть золотым телом, он был бы по сути похож на аватара для Хань Ли, что, естественно, значительно повысило бы его боевое мастерство. Для нормального существа, конечно, было чрезвычайно сложно культивировать от стадии зарождающейся души до стадии пространственного закаливания. Однако Хань Ли уже прошел через все это, поэтому он смог передать весь свой опыт культивации своей второй зарождающейся душе. Более того, у него был практически безграничный запас драгоценных таблеток для второй зарождающейся души, так что ее культивация определенно продвигалась даже быстрее, чем у Хань Ли в свое время. Хотя у зарождающегося дьявола по-прежнему были узкие места в культивации, но не было сомнений, что их будет намного легче преодолеть, чем обычным культиваторам. В конце концов, прозрение и просветление, достигнутые культиваторами прямо перед их прорывами, были очень полезными ресурсами. По этой же причине существа начинали культивировать аватары или вторую душу после того, как они достигли точки в своей культивации, почувствовав, что довольно трудно продвигаться дальше. Однако и создание аватаров, и вторых душ требовало затрат огромного количества усилий и ресурсов, и довольно часто было так, что достичь этой цели можно было только после того, как была израсходована большая часть их оставшейся жизни. Вот почему большинство культиваторов создавали не более 2 аватаров, несмотря на то, что знали огромные преимущества, которые давали аватары, а также почему большинство аватаров обладали более низкими уровнями культивации по сравнению с самими культиваторами. В конце концов, у них не было таинственного маленького флакона, которым обладал Хань Ли, который позволял ему бесконечно выращивать все необходимые ему духовные растения в значительно ускоренном темпе. Погрузившись в дьявольскую ци в золотом теле и приняв множество драгоценных таблеток, вторая зарождающаяся душа уже достигла пика средней стадии зарождающейся души, и прорыв на позднюю стадию зарождающейся души казался неизбежным. Однако, видя, что огромная ледяная область вот-вот откроется, он решил приостановить культивирование своего зарождающегося дьявола. Он собирался взять с собой вторую зарождающуюся душу, чтобы совершить прорыв в огромной ледяной области. Огромное изобилие духовной ци в этом месте было бы гораздо более эффективным против простого узкого места на стадии зарождающейся души, чем любые драгоценные таблетки или лекарства. Помня об этом, Хань Ли бросил взгляд на другого Хань Ли, и в его глазах внезапно вспыхнул странный свет. Кто бы мог подумать, что тело бессмертной Зойзии — идеальный материал для создания аватара. Вдобавок к этому, жидкость в таинственном маленьком флаконе может быть непосредственно поглощена этой бессмертной Зойсией как чистая духовная сила, тем самым усиливая ее магическая сила с большой скоростью. Всего за несколько лет его магическая сила достигла средней стадии пространственного закаливания, не застряв на узких местах. Это абсолютно невероятно. Но опять же, в этом есть смысл. Духовное растение, достигшее интеллекта, и его человекоподобная форма должны были существовать в течение бесчисленных лет. В течение этого процесса оно могло только медленно увеличивать свою магическую силу путем постоянного накопления. Если бы ему также приходилось бороться с узкими местами, это было бы слишком несправедливо для него. Странно то, что девятилистный духовный женьшень также достиг разумности, но нанесение на него жидкости только восполняло магическую силу, не имея возможности усилить ее дальше. Может быть, только духовные существа, подобные бессмертным Зойсиям, могут поглощать эту духовную жидкость. Или может случиться так, что духовное растение может получить эту способность только после того, как они на самом деле проявили альтернативную форму с его истинным телом, а не только с его душой. Пробормотал Хань Ли, нахмурив брови, прежде чем покачать головой. Хе-хе, кого волнует, в чем причина этого? Дело в том, что прямо передо мной открылась блестящая возможность. Я могу преобразовать этот аватар в заменяющее тело, а затем использовать мою зарождающуюся душу, чтобы овладеть им и использовать его в бою. После того, как Хань Ли обнаружил, что духовная жидкость в таинственном маленьком флаконе может улучшить уровень культивации бессмертной Зойсии, мыслительный процесс Хань Ли стал очень простым.
он собирался продолжать использовать духовную жидкость для взращивания этого духовного тела, чтобы посмотреть, сможет ли оно в конце концов достичь магической силы стадии интеграции тела. Даже если это приведет только к духовному телу, которое просто обладает магической силой стадии интеграции тела, но не фактически эквивалентным уровнем культивации, оно все равно будет более мощным, чем его нынешнее тело. Если бы он затем использовал свою зарождающуюся душу, чтобы овладеть ею, со всеми мощными способностями, которые он освоил, ему определенно не пришлось бы бояться каких-либо существ на стадии интеграции тела. Кроме того, может не быть верхнего предела количества магической силы, которую может получить это духовное тело. Если бы он смог вырастить его до такой степени, чтобы он обладал магической силой стадии Великого Вознесения, ему практически не пришлось бы никого бояться в мире духов. Конечно, еще предстоит выяснить, возможно ли это на самом деле. По какой-то причине у него было ощущение, что что-то, что в такой крайней степени противоречило естественному порядку, просто невозможно. Возможно, он мог только вырастить это духовное тело, чтобы оно обладало магической силой, эквивалентной магической силе существ на стадии интеграции тела или существ на пике стадии пространственного закаливания. В конце концов, после того, как его золотой молниеносный бамбук был выращен до 10 тысяч лет, духовная жидкость перестала действовать на него. Учитывая этот прецедент, Хань Ли, естественно, не был уверен, что бессмертная Зоисия сможет поглощать духовную жидкость без какого-либо верхнего предела. Более того, как только чистая духовная сила преобразована из духовной жидкости, накопленной до определенной степени, эту силу необходимо будет усовершенствовать с помощью дантяня и меридианов, а эта бессмертная Зоисия явно не могла этого достичь самостоятельно. К счастью, его осенило, и он придумал способ обойти это. Имея это в виду, на лице Хань Ли появилась улыбка, и он проинструктировал зеленого Хань Ли. «Спасибо за твою тяжелую работу в этот период времени, Куэр, теперь ты можешь выйти из этого тела. Я не буду требовать, чтобы ты продолжал очищать духовную силу в нем какое-то время. В течение следующего месяца я собираюсь остановить ускоренное выращивание всех духовных растений и влить всю духовную жидкость в это духовное тело, чтобы превратиться в духовную силу. После этого ты сможешь постепенно очищать эту духовную силу». «Да, мастер». Из тела бессмертной Зоисии раздался нежный голос, после чего она положила руку себе на макушку. Затем он закрыл глаза, и из его тела вышел шар белого света, прежде чем он превратился в маленькую девочку, которой было от 6 до 7 лет. На девочке было белоснежное платье, а в волосы были вплетены 9 черных косичек, она выглядела очень очаровательно. Как только появилась маленькая девочка, Хань Ли улыбнулся и сказал: «Ты выйдешь со мной в огромную ледяную область, и я тоже возьму с собой твое истинное тело. Вернись и отдохни, чтобы ты могла подготовиться к предстоящему путешествию». «Я тоже могу пойти, мастер». Услышав это, на лице маленькой девочки появилась чистая и радостная улыбка. «Я не знаю, что произойдет во время этого путешествия в огромную ледяную область, но твоя душа уже проявила человеческую форму, поэтому, конечно, я не могу просто оставить тебя здесь. Если бы кто-то ворвался в мою пещерную резиденцию в мое отсутствие, это было бы катастрофой», — мягко объяснил Хань Ли. «Это здорово. По какой-то причине после того, как я стала такой, мой мозг не только стал намного умнее, чем раньше, я также действительно хочу видеть внешний мир», — радостно сказала маленькая девочка. «Хе-хе, ты только недавно обрела интеллект, поэтому неудивительно, что тебе любопытен внешний мир. Тем не менее, ты должна оставаться в лечебном саду в течение этого периода времени и следить за тем, чтобы тебя никто не видел. Я ожидаю посетителей в течение следующего месяца», — серьезно предупредил Хань Ли. Маленькая девочка была очень напугана перспективой прихода посетителей в резиденцию, и она тут же ответила робко и испуганно: «Хорошо, я сейчас же пойду отдыхать в сад лекарственных растений». После этого ее тело расплылось, и она вырвалась полоской белого света, мгновенно растворившись в земле. Эта маленькая девочка, естественно, была никем иным, как душой девятилистного духовного женьшеня. Бессмертная Зоисия сказала ему, что поможет девятилистному духовному женьшеню обрести разум, а также поделиться некоторыми знаниями. Но, к большому удивлению Хань Ли, всего через год после того, как душа бессмертной Зоисии была выпущена, чтобы войти в цикл реинкарнации, душа девятилистного духовного женьшень превратилась из белого кролика в эту маленькую девочку. Оказалось, что помимо передачи некоторых знаний, бессмертная Зоисия должна была также дать ему некоторые огромные преимущества до своего ухода. Излишне говорить, что Хань Ли был очень рад это видеть, и он дал девятилистному духовному женьшеню имя Куэр. После этого он обнаружил, что Куэр также может войти в тело, оставленное бессмертной Зоисией, и распространить внутри него огромную магическую силу. Возможно, это произошло из-за того, что она также была духовным существом неба и земли, как и бессмертная Зоисия. В любом случае, во время процесса очищения духовной силы, сама Куэр также извлекла огромную пользу из того, что ее тело было погружено в такое огромное количество духовной силы. Таким образом, он поручил ей очистить духовную силу внутри тела бессмертной Зоисии. Это решение оказалось весьма мудрым за последние 2 года,
и Хань Ли был очень доволен, что это решение сработало так великолепно. После ухода маленькой девочки Хань Ли сделал хватательное движение к телу бессмертной Зоизи вдалека, и вспышка серого света немедленно охватила тело духа. Затем тело быстро уменьшилось до нескольких дюймов на фоне вспышек пурпурного света, серый свет нес его к Хань Ли, и, в конце концов, духовное тело исчезло у него в рукаве. Сделав все это, Хань Ли окинул взглядом свою пустую секретную комнату, а затем сразу же повернулся и вышел за дверь. В течение следующего месяца Хань Ли часто появлялся в различных крупных магазинах облачного города, покупая некоторые материалы и довольно необычные сокровища. Как и ожидалось, Дуань Тиньжэнь и Цан Цзици также пришли навестить его в это время, и все они ушли с довольными лицами после разговора с Хань Ли примерно по полдня каждый. Месяц, естественно, был недолгим и пролетел в мгновение ика. В этот день Хань Ли медитировал в зале своей пещерной резиденции, как вдруг полоска красного света внезапно прилетела извне, обернувшись вокруг него. Он приподнял бровь и поднял руку, чтобы привлечь красный свет к себе, а затем вложил в него свое духовное чутье, чтобы изучить его содержимое. Наконец-то началось, пробормотал Хань Ли про себя, а затем резко поднялся на ноги и вышел из пещерной резиденции. Глава 1677. Небесная астральная печать. За пределами его пещерной резиденции ждали около дюжины чужеземных существ, а на переднем крае земли стояли 4 существа в желтых одеждах, все из которых находились на пике стадии пространственного закаливания. Остальная часть группы состояла из воинов в доспехах, вооруженных длинными серебряными алебардами, и у всех были серьезные лица. Один из мужчин в желтых одеждах сложил кулак в знак приветствия, как только Хань Ли вышел из своей резиденции, и сказал: «Господин даосист Хань, старший Цан Цзи приказал нам проводить тебя к месту встречи. Тогда мне придется побеспокоить тебя, чтобы ты был впереди», — спокойно ответил Хань Ли. В прошлом лишь очень немногие из самых важных существ в облачном городе знали о том, что он был тем, кто активировал пространственный ледяной талисман. Однако теперь, когда открытие огромной ледяной области было неизбежным, гораздо больше людей, скорее всего, узнали об этой информации. Цан Цзи, естественно, боялся, что кто-то попытается похитить или убить Хань Ли в своих собственных целях, поэтому он направил эту группу, чтобы сопровождать его к месту встречи. Услышав это, человек в желтых одеждах улыбнулся, а затем махнул рукой воинам в доспехах позади него. Около дюжины воинов в доспехах сразу же разошлись, открыв призрачный экипаж, мерцающий лазурным светом. Экипаж везла пара великолепных массивных лазурных птиц, и было совершенно ясно, что это необычная карета духов. Хань Ли шагнул вперед и без шума вошел в карету, и 4 существа в желтых одеждах также поднялись в воздух, прежде чем спуститься в карету. 4 из них явно репетировали это раньше, и каждый приземлился в одном из углов кареты духов, чтобы защитить Хань Ли между ними в самом центре. 2 лазурные птицы издали несколько ясных криков и, расправив крылья, поднялись в воздух, а за ними — повозка духов. Тем временем каждый из воинов в доспехах призвал серебряный диск, и они тоже поднялись в воздух на эти сокровища. Спустя несколько мгновений духовная лазурная карета достигла высоты нескольких тысяч футов и вылетела прямо из облачного города. Было совершенно ясно, что весь облачный город находится в состоянии повышенной готовности. Мало того, что на улицах было крайне мало пешеходов, также было много групп бронированных воинов, патрулирующих город на земле внизу, а также в воздухе наверху. Что Хань Ли также заметил, так это то, что он мог ощущать колебания ограничений, исходящие из некоторых из наиболее важных мест в городе, как если бы все заклинания там были активированы. Оказалось, что руководство облачного города действительно считало открытие этой огромной ледяной области чрезвычайно важным событием. Духовная карета пролетела без каких-либо происшествий, доставив Хань Ли прямо в таверну, где он впервые активировал пространственный ледяной талисман. В настоящее время эта область была полностью изолирована слоями ограничений, и даже издалека в этих ограничениях можно было увидеть несколько десятков гигантских столбов. Эти столбы были высотой около 1000 футов каждая, и они окружали всю территорию в радиусе около 10 километров вокруг гостиницы. Все эти столбы испускали духовные огни разных цветов, и они образовывали пятицветный световой барьер, который не позволял никому снаружи видеть то, что находилось внутри. Как только карета подъехала к этому месту, Хань Ли мог ясно сказать, что здесь охранников было как минимум в 10 раз больше, чем в других местах. Почти вся территория была окружена воинами в доспехах, а также присутствовало более 100 марионеток. Эти марионетки были 80 футов в высоту каждая, и некоторые из них были угольно-черными, а другие — огненно-красными, и они также были размещены в разных местах в этом районе. Увидев это, в глазах Хань Ли промелькнуло удивление. Все стражи здесь были как минимум на стадии формирования ядра, и большинство из них были на стадии зарождающейся души. Что касается ауры существа на стадии пространственного закаливания, то даже после быстрого осмотра с помощью своего духовного чутья Хань Ли уже обнаружил 2 или 3 культиватора в соседней области, и это даже не принимая во внимание уровни ограничений, которые были установлены.
вокруг. Сказать, что защита здесь была плотной, было бы большим преуменьшением. У лазурного духовного экипажа не было никаких особых особенностей, но никто из стражников не остановил его по пути. Теперь, когда они были близко к световому барьеру, несколько бронированных воинов верхом на конях, которые, казалось, были гигантскими крылатыми волками, вылетели из светового барьера и направились прямо к карете Хань Ли. «Генерал Ти, господин даосист Хань здесь?» Издалека спросил человек в лазурных доспехах, которому было около 50 лет, сидя на своем гигантском коневолке. «Хе-хе, старший Цань, должно быть, просил тебя прийти и поприветствовать нас, верно, брат Хуа?» «Будь уверен, господин даосист Хань сидит в карете, так что ты можешь открыть для нас ограничения прямо сейчас», сказал один из одетых в желтое воинов, стоявший в экипаже, отвечая с улыбкой. «Приятно слышать, я сразу сниму ограничения». Услышав это, человек в лазурной броне кивнул, после чего он и несколько других существ в броне вызвали запретительный значок, а затем помахали им в унисон в сторону светового барьера, из которого они только что вышли. Столбы света разных цветов немедленно вырвались из своих значков, прежде чем ударились о световой барьер и образовали световую формацию размером около 10 футов. Световой барьер сразу же качнулся, и раздался слабый жужжащий звук, и в нем появилось отверстие, прежде чем он расширился, образуя проход. В коридоре кружился пятицветный свет, придававший ему довольно загадочный вид, и человек в желтых одеждах, который говорил ранее, немедленно подбежал к гигантским лазурным птицам, приказав им вести духовную карету в проход. Воины в серебряных доспехах позади них и всадники на волках тоже поспешили и последовали их примеру. Потому, что выглядело обычным проходом, повозке с духами требовалось довольно много времени, чтобы пролететь через нее, и Хань Ли был весьма удивлен, сколько времени потребовалось, чтобы добраться до другой стороны. Это указывало на то, что внутри светового барьера было пространственное ограничение, и если не обращающее внимания существо попытается проникнуть в световой барьер, оно будет временно заперто там, независимо от того, насколько глубокими были их техники передвижения. В результате они не могли избежать обнаружения во время попытки проникновения. В тот момент, когда эти мысли мелькали в его голове, лазурная духовная карета появилась по другую сторону светового барьера, и Хань Ли увидел две массивных формации, каждая из которых имела радиус в несколько сотен футов. Бесчисленные кристаллы размером с кулак были вкраплены по всей поверхности этих формаций, и ряд сложных и глубоких узоров был вырезан вокруг них. Все эти кристаллы и узоры испускали слабый духовный свет разных цветов, создавая довольно яркое зрелище, на которое можно было смотреть издалека. Между двумя формациями не было ничего, кроме недавно построенного зала, занимавшего площадь в несколько акров. Вокруг построений, а также огромного зала были фигуры, и, похоже, присутствовали тысячи существ. Большинство из них были воинами в доспехах, дежурившими на страже, а остальные несколько сотен были одеты в разную одежду. Однако было одно постоянное — все они обладали высоким уровнем культивации. Несмотря на то, что эти люди окружили две формации и зал, никто не смел произнести ни слова. Однако, когда лазурная духовная карета, в которой находился Хань Ли, начала спускаться сверху, многие люди внизу все еще поднимали головы, чтобы посмотреть вверх. Четверо мужчин в желтых одеждах не обратили внимания на всеобщее внимание, которое они получали, и просто продолжили вести карету, мягко приземлившись на пустом участке земли, который, казалось, был подготовлен специально для этой цели. Хань Ли окинул взглядом его, и только тогда он обнаружил, что рядом с ним припаркована еще одна совершенно идентичная духовная карета, за исключением того, что одна была полностью белого цвета. После того, как карета остановилась, один из мужчин в желтых одеждах повернулся к Хань Ли, когда тот сложил кулак в вежливом приветствии, и сказал: «Господин даосист Хань, старший Цань Ци Цзы и все другие старейшины ждут вас в зал. У нас еще есть другие дела, так что нам придется расстаться с вами здесь». «Спасибо, что отвез меня сюда, брат Ти», Хань Ли также улыбнулся в ответ на приветствие. После этого его тело качнулось, и он медленно спустился с кареты, а затем неторопливо направился к холлу, приземлившись на землю. Около дюжины воинов в доспехах видели, как Хань Ли выходил из духовного экипажа, поэтому они оценили его только с любопытством в глазах и воздержались от остановки, чтобы задать вопросы или провести обыск. Хань Ли, естественно, был очень рад, что его избавили от неприятностей, и вошел в зал без задоринки. Пройдя коридор, по обеим сторонам которого стояли бронированные воины, он попал в просторный зал, в котором находилось 40 человек, некоторые из которых стояли, а другие сидели. В центре зала стоял стул, на котором сидел мужчина в белом лет 20. Это был никто иной, как человек по фамилии Вен. Цань Цзици, Дуань Тиньжэнь, Цай Люин и 7 или 8 других существ ранга святой расы также сидели в разных частях зала. Позади них были группы существ из разных рас, все из которых находились на вершине стадии пространственного закаливания. Когда Хань Ли входил в зал, Цань Цзици с улыбкой на лице что-то говорил мужчине в белом, в то время как все остальные молча слушали. Однако сразу после его прибытия Хань Ли сразу же привлек всеобщее внимание.
Сердце Хань Ли слегка содрогнулось при виде человека в белом, но выражение его лица оставалось спокойным, когда он низко поклонился и сказал: «Я выражаю свое почтение всем присутствующим старейшинам. Я рад видеть, что ты тоже здесь, господин Даосист Хань. Огромная ледяная область откроется через несколько часов, и я познакомлю тебя с твоими товарищами позже», — сказал Цань Цзы с улыбкой. Да, старший, Хань Ли, естественно, не собирался здесь возражать. Мужчина в белом взглянул на Хань Ли, и он, казалось, заметил что-то, поскольку в его глазах промелькнула тень удивления. Он внезапно спросил: «Так ты тот, кто непреднамеренно активировал пространственный ледяной талисман?» «В самом деле, старший Вэн», — поспешно ответил Хань Ли с почтительным поклоном. «Ты знаешь меня». Мужчина в белом был несколько озадачен. «Я имел честь видеть вас издалека во время аукциона 4 рас, старший», — честно ответил Хань Ли. Мужчина в белом на мгновение внимательно оценил Хань Ли, прежде чем сказать что-то совершенно неожиданное для всех. «Аукцион 4 рас, а? В таком случае, похоже, мы немного знакомы друг с другом. Я вижу, что ты всего лишь существо высшей расы 7-го уровня, но твоя магическая сила и духовное чутье в несколько раз сильнее, чем у существа того же уровня культивации. У меня есть сокровище, на которое я случайно наткнулся много лет назад, известное как небесная астральная печать. Использование его довольно утомительно для магической силы и духовного чутья, но оно очень полезно для существ ниже святой расы, так что я думаю, что оно идеально подойдет для тебя». Как только его голос затих, он взмахнул рукавом, и мерцающий серебряный объект немедленно полетел к Хань Ли. Хань Ли сначала запнулся, увидев это, прежде чем в его сердце вспыхнул намек восторга. Он поспешно выразил свою благодарность и схватил приближающийся объект. Вспышка лазурного света вырвалась из кончиков его пальцев, окутывая предмет, прежде чем втянуть его в его руки. Затем он сфокусировал взгляд и обнаружил, что это небольшая старинная серебряная печать размером от 5 до 6 дюймов. В самом низу печати было начертано несколько пурпурных знаков размером с горошину, которые читались как небесная астральная печать в виде древнего текста. Это был чрезвычайно редкий текст из древних времен, но, к счастью, его узнал Хань Ли из своих обширных исследований. Глава 1678. Огромный ледяной аппарат. Несмотря на то, что Хань Ли был весьма удивлен, что существо стадии Великого Вознесения дало ему подарок на их первой официальной встрече, он, естественно, не собирался отказываться от этого. В то же время он обдумывал, по какой причине человек в белом мог это сделать. Все тоже были весьма удивлены, увидев это, и многие из них начали переглядываться друг с другом. Так же, как все думали, что человек в белом собирается сказать Хань Ли что-то еще, к большому удивлению всех, он просто откинулся назад и замолчал. Цань Цзы слегка запнулся, увидев это, прежде чем быстро прийти в себя, и с улыбкой повернулся к Хань Ли. «Тебе очень повезло получить сокровище от старейшины Веня, господин Даосист Хань. С этим сокровищем ты, несомненно, будешь в большей безопасности в огромной ледяной области. У нас осталось мало времени, так что позвольте мне сначала познакомить тебя с твоими товарищами». «Спасибо, старший Цань», — уважительно ответил Хань Ли. «Во-первых, позволь мне представить вам фею Юэ. Как и ты, она также активировала пространственный ледяной талисман, и она возьмет другую команду в огромную ледяную область. Существует очень малая вероятность того, что ваши две команды будут телепортированы в одно и то же место в огромной ледяной области, но если вы случайно столкнетесь друг с другом, обязательно берегите друг друга», — начал Цань Цзы, указывая на женщину с удивительно бледным лицом, одетую в синее роскошное платье. «Приятно познакомиться, фея Юэ». Хань Ли внимательно посмотрел на эту женщину, но обнаружил, что не может определить, к какой расе она принадлежит. В любом случае, он улыбнулся и сложил кулак в вежливом приветствии. Женщина просто равнодушно кивнула, ничего не ответив. Это Шикун из расы каменных коконов. Он обладает одними из самых мощных защитных способностей среди всех вас. Эти двое — близнецы из лазурной расы Фэн Сяо и Юн Тен. Они отлично сражаются с врагами. Цань Цзы представил всех существ в зале, которые находились на стадии пространственного закаливания Хань Ли одного за другим, давая только краткие представления, не вдаваясь в подробности. Таким образом, все представления были завершены довольно быстро. Перед лицом высшей расы 7-го уровня, похожей на Хань Ли, большинство из них либо не проявили никакой реакции, либо оценили его с холодными выражениями. Лишь несколько человек смотрели на него с улыбками на лицах. Для Хань Ли это не было неожиданностью. В конце концов, все они были существами 9-го уровня высшей расы, и если бы они совершили еще один прорыв, они смогли бы достичь ранга святой расы. В противном случае их бы не выбрали для входа в огромную ледяную область. Таким образом, имело смысл только то, что они не будут уделять много внимания постороннему, который был всего лишь существом высшей расы 7-го уровня.
Раньше мужчина в белых одеждах хвалил его лично, но это только указывало на то, что он использовал некоторые особые искусства культивации. По крайней мере, так думали многие из них. Брови Цань Цзицзы слегка нахмурились, увидев это. Все остальные не обращали на это внимания, но он знал, что Хань Ли однажды с легкостью убил нескольких существ своего ранга культивации, что и он сам. Возможно, он не мог полностью доминировать над всеми присутствующими существами, но он определенно был достаточно силен, чтобы по крайней мере войти в тройку лучших. Однако Хань Ли, похоже, не возражал против того, как его представили, и кивнул, знакомясь с каждым этих существ один за другим. Ученики Цай Люин и Дуань Тиньжэнь были среди этих существ, и что Шикун из расы каменных коконов был никем иным, как учеником Дуань Тиньжэня. Согласно Цань Цзи, женщину в капюшоне, которая была ученицей Цай Люин, звали Лю Шуэр. В прошлом каждый пространственный ледяной талисман мог переносить только 13 существ в огромную ледяную область, но после некоторых улучшений транспортных формаций с помощью мастеров формаций из кристаллической расы каждый талисман теперь может телепортировать 15 человек. Следовательно, все 30 из вас войдут в огромную ледяную область. Это все, что я должен сказать. Теперь я разделю вас на команды. Имена, которые я назову отсюда, будут с Фэй Юэ, а остальные пойдет с господином Дасистом Ханем. Хэйша, Фэн Ся. Таким образом, Цань Цзицзы начал оглашать список имен. Вскоре после этого все были разделены на две группы, одна из которых стояла за Хань Ли, а другая — за женщиной в синем платье. Выражение лица Хань Ли оставалось спокойным и неизменным, но внутренне он задавался вопросом, за какие нити Цай Люин и Дуань Тиньжэнь потянули, чтобы заставить Цань Цзицзы назначить Лю Шуэр и Шикуня в его команду. У них обоих было спокойное выражение лица, как будто они никогда не видели Хань Ли до этого. Таким образом, казалось, что у него не было другого выбора, кроме как отправиться в те руины в огромной ледяной области. Как только все были разделены на команды, незнакомец ранга святой расы поднялся на ноги и рассказал Хань Ли и остальным вещи, которых они должны были остерегаться. Несмотря на то, что Хань Ли и другие уже слышали эту информацию не раз из других источников, они все равно слушали с восхищением, на всякий случай, если что-то они упустили в прошлом. Закончив свою речь, святая раса снова отошел в сторону, и Цань Цзицзы взмахнул рукавом, посылая вспышку белого света, выходящую изнутри. Затем в воздухе в мгновение эйка появилось 60 сокровищ разного размера. Эти сокровища были самых разных форм и размеров, включая кольца, чаши, флаги, трости. Однако наиболее распространенных видов сокровищ, таких как летающие мечи и летающие сабли, нигде не было видно. Все смотрели на множество сокровищ впереди с недоумением в глазах. Некоторые из них повернулись к Цань Цзицзы и открыли рты, как будто собирались задать несколько вопросов, но прямо в этот момент Цань Цзицзы улыбнулся и сказал: «Чего вы ждете? Все эти сокровища были выбраны для вас из секретного хранилища нашего города, чтобы обеспечить беспрепятственное путешествие. Все они могут использоваться, не подвергаясь доработке, но каждый из вас может выбрать только одно». Услышав это, все слегка пошатнулись, прежде чем на их лицах появилось выражение восторга. Многие из них немедленно запечатывали ручные печати или просто хватали руки, чтобы привлечь к себе желаемое сокровище. Немногочисленные сокровища с самыми мощными аурами были разобраны практически сразу. Таким образом, духовные огни разных цветов вспыхивали, и сокровища летели влево и вправо по воздуху. Это был открытый конкурс, чтобы увидеть, кто сможет заполучить лучшие сокровища. В мгновение эйка было похищено около половины сокровищ, но оставалось несколько человек, которым еще предстояло сделать свой выбор и которые все еще рассматривали свои варианты. Сокровища с выдающейся аурой определенно были довольно мощными, но это не означало, что сокровища с более слабой аурой обязательно были хуже. Иногда выбор сокровища, которое прекрасно сочеталось с искусством культивации, был намного лучше, чем просто попытка выбрать самое сильное сокровище. Хань Ли также был одним из тех, кто еще не выбрал сокровище. Однако и ждать он не стал. Синий свет быстро промелькнул в его глазах, и он внезапно сделал хватательное движение. Лазурный свет вспыхнул от одного из парящих в воздухе сокровищ, после чего появилась большая лазурная рука, схватившая сокровище, прежде чем потянуть его обратно к Хань Ли. Духовный свет затем вспыхнул из его руки, и в его руке появился нефритовый веер, мерцающий синим светом. Изображение живописной горной вершины было начертано на поверхности веера, и от него исходила волна ледниковой силы. Это было сокровище с элементом льда. Хань Ли кивнул с довольной улыбкой, но затем он внезапно, казалось, что-то почувствовал, и он поднял голову в спокойной манере, как раз вовремя, чтобы увидеть, как женщина в синем роскошном платье также бросила на него свой взгляд, сосредоточив свое внимание на синем нефритовом веере в его руке. Однако, заметив, что Хань Ли тоже оценивает ее издалека, она снова отвела взгляд. Она также была одной из тех, кто еще не выбрал сокровище, и, увидев это, в глазах Хань Ли появился задумчивый взгляд.
В конце концов, женщина выбрала сокровище белого правителя, которое, казалось, тоже наделено ледниковой силой. После того, как последний человек выбрал желаемое сокровище, Цань Цзисцы провел рукавом по воздуху, и вспыхнул белый свет, когда все оставшиеся сокровища исчезли в его рукаве в виде полос духовного света. Посоветовавшись с человеком в белом, Цань Цзицзы объявил: «Осталось не так много времени, так что идите и готовьтесь к предстоящему путешествию». Таким образом, все начали выходить из зала. Прибыв на площадь за пределами зала, Хань Ли бросил небрежный взгляд в небо и обнаружил, что, похоже, это было около полудня, учитывая, насколько ослепительным было солнце. Затем он бросил взгляд на две массивные формации поблизости и обнаружил, что вокруг них уже стояло более 100 бронированных воинов, каждый из которых держал пластины и флаги формации. Духовные камни, встроенные в формации, также мерцали слабым духовным светом, и казалось, что все было готово. Однако глаза Хань Ли внезапно сузились, когда он обратил внимание на воздух над формациями. В воздухе парил световой шар размером с голову, и его поверхность непрерывно вспыхивала пятицветным светом. Казалось, что внутри этого светового шара тоже что-то есть, и Хань Ли не заставил себя долго ждать, чтобы понять, что это был не что иное, как пространственный ледяной талисман, который он непреднамеренно активировал. Однако талисман, казалось, был временно ограничен пятицветным световым шаром, тем самым полностью обездвиживая его. В этот момент Цань Цзицзы и остальные также вышли из зала, и все они остановились снаружи, прежде чем тоже взглянуть на яркое солнце в небе. «Мы не можем допустить ошибок в выборе времени. Принесите огромный ледяной аппарат», — приказал Цань Цзицзы. «Да». Несколько воинов в доспехах сразу же полетели в зал в виде серебряных полосок. Спустя несколько мгновений они снова вышли из зала, неся гигантский предмет в чрезвычайно напряженной манере. Объект был более 100 футов высотой и выглядел как массивный лазурный колокол. Однако на его поверхности была дюжина таких статуй драконьих голов, и у всех были закрытые глаза, что придавало колоколу довольно мистический вид. После громкого удара огромного ледяного аппарата тяжело опустился в центре площади, в результате чего вся земля слегка задрожала. Цань Цзицзы немедленно сделал печать заклинания руками и поднял руку, после чего вперед вылетела печать заклинания, а затем мгновенно исчезла в огромном ледяном аппарате. Сверкающий свет тотчас же начал излучаться с поверхности массивного лазурного колокола, и в то же время бесчисленные лазурные руны возникли из воздуха. Дюжина или около того чрезвычайно похожих на жизнь статуй драконов затем начали двигаться, как будто они ожили, но затем быстро снова упали. Только таинственные руны на поверхности гигантского колокола продолжали непрерывно мигать. Все, включая Хань Ли, обратили свое внимание на этот объект, но, естественно, не могли определить, для чего он использовался. В этот момент Цань Цзицзы и другие существа ранга святой расы внезапно начали разговаривать друг с другом и больше не обращали внимания на огромный ледяной аппарат. Вскоре после этого из зала вышел мужчина в белом. Глава 1679. Вход в огромную ледяную область. Все остальные культиваторы, которые собирались войти в огромную ледяную область, либо осматривали гигантские формации, либо оценивали огромный ледяной аппарат с торжественными выражениями лиц. Огромная ледяная область была страной возможностей, особенно для тех, кто находился в узких местах культивирования, но это также было чревато опасностями, и многие существа там погибли. Все эти люди обладали одинаковыми способностями и силой, так что каждый, естественно, чувствовал себя довольно тревожно и тревожно. Хань Ли молча стоял в углу и не смотрел ни на формацию, ни на огромный ледяной аппарат. Вместо этого он продолжал смотреть на яркое солнце в небе через прищуренные глаза, совершенно неподвижно. Время медленно шло, и спустя долгое время драконий рев внезапно раздался в небеса с площади. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, и он поспешно посмотрел на площадь. Там он обнаружил, что дюжина или около того статуй драконьих голов открыли глаза, мерцающие золотым светом, и взмыли в небо с высоко поднятыми головами. Все, кто находился ниже пятицветного светового барьера, мгновенно замолчали, увидев это. Внезапно из зала раздался холодный голос. Огромная ледяная область открылась. Активируйте формации и откройте вход. Голос принадлежал никому иному, как одетому в белое мужчине по фамилии Вэн, и все на площади пошевелились, услышав эти инструкции. Все существа, которые стояли в строю, уже немедленно активировали свои флаги и пластины формации в унисон. Из их сокровищ формации вылетело бесчисленное количество печатей разного цвета, и все они растворились в формациях. В результате две массивных формации начали издавать громкий жужжащий звук, а духовные камни, встроенные в их поверхности, начали беспорядочно мигать духовным светом разных цветов. В то же время чрезвычайно удивительная аура начала распространяться во всех направлениях, и огромное пространство темных облаков внезапно собралось в воздухе под пятицветным световым барьером, словно они были привлечены к этому месту силой световой формации. Темные тучи полностью закрыли все небо,
после чего в этом районе поднялись сильные ветры. В облаках начали появляться дуги серебряных молний, вспыхивая, как яркие серебряные змеи среди грохочущих ударов грома. Черные вихри разных размеров также начали формироваться, пожирая друг друга. Была вызвана серия удивительных явлений, и пятицветные световые шары были быстро разбиты, обнажив мерцающие золотые и серебряные талисманы внутри. Господин да-ассист Хань, Фея Юэ, вы двое можете войти в формацию со своими соответствующими командами и активировать пространственный ледяной талисман. Без колебаний крикнул Цань Ци Цзы, увидев это. Хань Ли и женщина в синем платье, естественно, немедленно сделали, как им было сказано, шагнув к строю, в котором находились их соответствующие пространственные ледяные талисманы. Все члены их команды также последовали их примеру, в то время как существа внутри формаций, которые держали различные типы сокровищ формаций, вместо этого отступили из формаций. Несмотря на это, сокровища формации в их руках продолжали в безумстве взрывать печати заклинаний формации, не показывая никаких признаков остановки. Как только Хань Ли вошел в формацию, его сердце дрогнуло, и он почувствовал, что его связь с пространственным ледяным талисманом усилилась в несколько раз. Мерцающий пространственный ледяной талисман также начал издавать низкий жужжащий звук, как если бы он выражал свой восторг по поводу прибытия Хань Ли. Цань Цзи Цзы, естественно, заранее сказал ему, как активировать талисман. Таким образом, Хань Ли зашагал к центру формации, затем быстро провел по воздуху 10 пальцами, посылая одну печать заклинания за другой, которые исчезали в пространственном ледяном талисмане, который парил в воздухе. Сразу после этого бесчисленные золотые и серебряные руны появились из пространственного ледяного талисмана, и эти руны стали вращаться вокруг талисмана, а затем образовали световую формацию диаметром около 10 футов. Пространственный ледяной талисман был расположен в самом центре формации, и Хань Ли глубоко вздохнул, прежде чем торжественно показать пальцем на него. Лазурный столб света немедленно вырвался из кончика его пальца, чтобы ударить значок, заставив его издать громкий крик, в то время как вся световая формация начала дрожать. Яркий золотой и серебряный свет излучался во всех направлениях, и световая формация, медленно вращаясь, выпустила столб золотого и серебряного света, толщиной примерно с резервуар с водой. Столб света поднялся в небо и во вспышке исчез в некоем черном водовороте наверху, но не подавал никаких признаков остановки. Сверху раздавался громкий грохочущий звук, и водоворот, в котором исчез столб света, внезапно начал бурлить, как если бы он был возбужден какой-то огромной силой. Все остальные вихри вокруг него были мгновенно сметены и разорваны на части, в то время как основной вихрь резко увеличился в размерах. Всего за несколько вдохов все вихри в небе исчезли, за исключением двух массивных, диаметром около 500 метров каждый, оба из которых испускали плотную черную ци. В этот момент талисманы в центрах световых формаций внезапно исчезли во вспышке золотых и серебряных молний, а затем внезапно снова появились в центрах вихрей прямо над ними. Раздался оглушительный грохот, и золотые и серебряные молнии взорвались, и казалось, будто появились два золотых и серебряных солнца. Затем два мерцающих солнца прошли глубоко в вихре, и в следующее мгновение из вихрей внезапно вырвались разрушительные всплески пространственных колебаний. Затем оба вихря внезапно исчезли вместе с черной ци вокруг них, и вслед за ними появилась пара золотых и серебряных пространственных разломов. Разломы были всего 80 футов каждая, и они висели в воздухе совершенно неподвижно, как будто они были неподвижными снимками во времени. В этот момент Хань Ли внезапно почувствовал, что духовное чутье в его теле с большой скоростью течет в разлом над ним, и выражение его лица резко изменилось, когда он закричал: «Чего вы все ждете? Я не смогу поддерживать его так долго». Существа, которые стояли вокруг формации, сразу же подбросили свои сокровища формации в воздух, услышав это. Сразу после этого они начали скреплять руки и петь в унисон. Парящие перед ними сокровища формации по их воле превратились в шары света, и все они растворились в формациях. Внутри формации появилось чрезвычайно яркое сияние, после чего повсюду начали появляться большие руны. По мере того, как пение становилось все громче и громче, эти гигантские руны начали быстро вращаться внутри формаций, и их скорость вращения становилась все быстрее и быстрее. В конце концов, эти руны превратились в вспышки пятицветного света, охватившие всех существ внутри двух формаций. Сразу после этого вспышки пятицветного света устремились прямо в золотые и серебряные трещины наверху. Почти как только два пятицветных шара исчезли в пространственных разломах, последний также исчез в мгновение К, и небо медленно вернулось в нормальное состояние, так как все темные облака также рассеялись. Цань Цзи Цзы и другие были свидетелями всего этого процесса, и только сейчас они позволили себе вздохнуть с облегчением. В этот момент из холла снова раздался холодный голос мужчины в белом. Огромная ледяная область снова откроется через год, и повторная активация формации в это время позволит всем вернуться сюда. В течение этого времени убедитесь, что обе формации находятся под надежной охраной, не позволяя посторонним существам даже приблизиться к ней. Убейте любого, кто посмеет попытаться приблизиться к формации без уважительной причины. Да.
Все на всей площади в унисон почтительно поклонились залу. После этого все существа, которые активировали сокровища формации ранее, разошлись вокруг формаций, и их заменили команды воинов в серебряных доспехах, а также около дюжины гигантских марионеток. Затем эти охранники окружили формации практически герметичным барьером. Войдя в золотой и серебряный пространственный разлом, Хань Ли ощутил приступ головокружения, за которым последовала полная сенсорная депривация. Однако через несколько мгновений его охватила острая головная боль, и его зрение вернулось к нему, когда он поспешно осмотрел свое окружение. Сделав это, он обнаружил, что находится высоко в воздухе. Под ним был огромный океан, простирающийся во всех направлениях, и Ши Кун Лю Шуэр, а также все остальные в его команде находились в радиусе нескольких сотен футов вокруг него. Большинство из них все еще были довольно дезориентированы и, похоже, еще не оправились от эффектов телепортации в огромную ледяную область. Осмотрев окрестности, седой пожилой мужчина сразу же разразился хриплым смехом. «Ха-ха, я наконец добрался до огромной ледяной области. Имея здесь огромное количество духовной ци, у меня будет гораздо больше шансов перейти в ранг святой расы. Господа, я собираюсь найти место уйти в уединение, так что сейчас я прощаюсь с вами». Затем он провел рукавом по воздуху, и духовный свет вырвался из его тела, после чего он умчался в виде полоски серебряного света, исчезнув из поля зрения всего после нескольких вспышек. Все переглянулись, увидев это, и еще трое людей тоже разошлись в разные стороны, не произнеся ни слова, и тоже быстро исчезли вдаль. Остальные 11 человек остались стоять на месте с разными выражениями лиц, и им еще предстояло решить, что им делать дальше. Господа даосисты, огромная ледяная область предоставляет фантастическую возможность прорваться через ваши узкие места, но убедитесь, что это не единственное, что вы здесь делаете. В этом месте также можно найти много сокровищ, и я предлагаю всем нам держаться вместе, чтобы мы могли помочь друг другу в поисках этих сокровищ. Что скажете? Говоривший был очень низкорослым существом с треугольной головой. Крепкий мужчина с несколькими толстыми золотыми кольцами на руках холодно усмехнулся, когда он сказал: «Я действительно планирую объединить усилия с другими, но меня не интересует охота за сокровищами с тобой, господин даосист Цзин. Твоя репутация среди наших небесных облачных рас за ваше бесстыдство и лживый характер идет далеко впереди тебя. Даже если бы мы вместе искали сокровища, боюсь, что ты ударишь меня ножом в спину. Брат Фэн, брат Юнь, давайте объединим наши усилия». Близнецы из лазурной расы, казалось, уже заключили соглашение с дородным мужчиной, и все трое немедленно умчались вместе. Таким образом, осталось всего 8 существ. Хань Ли совсем не удивился, увидев это, и улыбнулся, махнув рукой в сторону Ши Куня и Лю Шуэр. «Пойдемте тоже, товарищи». «Ха-ха, я думал, ты никогда не спросишь», — усмехнулся в ответ Ши Кун. Лю Шуэр просто кивнула, не говоря ни слова. Таким образом, трио Хань Ли также двинулось в определенном направлении, поскольку оставшиеся существа смотрели с намеками на недоумение в глазах. Что касается того, объединились ли остальные эти существа или ушли сами, это, естественно, не волновало Хань Ли. Все трое летели довольно быстро, и им потребовалось совсем немного времени, чтобы преодолеть несколько сотен километров. В этот момент Лю Шуэр внезапно сказала: «Господин даосист Хань, мой мастер посоветовал нам сначала найти тайное место для практики нашей секретной техники объединения эссенции божественного света, прежде чем мы будем делать что-либо еще. Освоив секретную технику, мы будем лучше подготовлены, чтобы защитить себя в этом опасном месте». Глава 1680. Маленький остров. Морские звери. Ши Кун был человеком угрожающего вида, который выглядел так, будто все его тело было построено из серых камней, и он покачал головой, сказав: «Зачем нам нужно преодолевать трудности, связанные с этим? Наших совместных сил хватит до тех пор, пока мы не встретим некоторых из самых могущественных существ в этом мире, мы сможем позаботиться о себе. У нас есть целый год до того, как мы вернемся обратно в облачный город, а сейчас мы все равно не знаем, где находимся в данный момент, и у нас может не хватить времени, чтобы совершить прорыв, а также найти эти ограниченные руины. Поэтому я думаю, что нам следует поторопиться и пропустить любые тривиальные действия, в которых нет необходимости. Господин даосист Ши, секретная техника объединенной эссенции божественного света — это то, что мой мастер изобрел специально для этого путешествия после огромного количества кропотливых усилий, и она намного мощнее, чем ты можешь себе представить. Я настаиваю, чтобы мы сначала отрепетировали эту технику. Иначе будет слишком поздно сожалеть, когда мы столкнемся с могущественным врагом», — возразила Лю Шуэр серьезным голосом, явно недовольный словами Ши Куна. Так ли это? Я все еще думаю, что по сравнению с этим для нас гораздо важнее добраться до ограниченных руин как можно быстрее, а затем использовать оставшееся время, чтобы прорваться через наши узкие места. Я не культивировал никаких комбинированных техник в прошлое, но я все еще достиг нынешнего уровня силы, не так ли? Ши Кун холодно усмехнулся, явно не желая отступать.
Выражение лица Лю Шуэр охладилось еще больше, когда она услышала это, и она повернулась к Ханли, спросив: «Что ты думаешь, господин даосист Хань?» Ханли, немного подумав, предложил: «Я думаю, что, поскольку ни один из вас не желает отступать, мы должны найти золотую середину, с которой вы оба можете согласиться. Я предлагаю, чтобы мы действительно практиковали эту секретную технику, но не более полумесяца. По истечении этого периода времени мы отправляемся на поиски ограниченных руин, независимо от того, освоили ли мы эту технику или нет. В этом случае мы будем в состоянии немного ознакомиться с секретной техникой, и я уверен, что полмесяца не слишком много времени». «Что ж, хорошо, мы сделаем, как ты говоришь, брат Хань». Лю Шуэр сначала сомневалась, услышав это предложение, но Ши Кун быстро согласился с ним после краткого размышления. «Видя, что вы оба поддерживаете этот образ действий, у меня нет другого выбора, кроме как согласиться», ответила Лю Шуэр, неохотно кивнув. «В таком случае, давайте сначала найдем место, подходящее для практики этой техники», сказал Хань Ли с улыбкой. Ни Ши Кун, ни Лю Шуэр не возражали против этого, поэтому все трое немедленно ускорились примерно в 2 раза, мчась по воздуху, как 3 падающих звезд, высвобождая свое духовное чутье в область вокруг себя. Они думали, что смогут довольно быстро найти небольшой остров, но, к своему большому удивлению, они увидели на расстоянии небольшой остров размером менее 10 километров, пролетев целые сутки. В этот момент солнце только начинало садиться, и все небо над островом было залито теплым красным светом. Однако поверхность ближайшего океана была полностью черной, как если бы она была испачкана огромным пятном черной краски. Увидев этот остров, трио Хань Ли немедленно замедлилось, а затем снова появилось в нескольких километрах от них, осматривая местность с настороженным выражением лиц. Мое духовное чутье не может обнаружить то, что находится под островом, и море вокруг него также изобилует демонической ци. Похоже, что некий демонический зверь захватил этот остров, размышлял Ши Кун с мрачным выражением лица. Действительно. Под островом есть только одно морское чудовище, но оно не очень сильное. Его уровень культивации, кажется, сравним с моим, сказал Хань Ли медленным голосом, а в его глазах вспыхнул синий свет. Ты можешь видеть, что под этим островом. Лю Шуэр был весьма удивлена, услышав это. Она была в той же ситуации, что и Ши Кун, в том смысле, что, как только ее духовное чутье приближалось к острову, оно становилось довольно расплывчатым и нечетким. Оказалось, что море в окрестностях обладало определенными свойствами, которые мешали духовному восприятию. Мне посчастливилось овладеть некоторыми особыми секретными техниками в прошлом и обладать альтернативными сенсорными способностями, помимо моего духовного чутья, спокойно ответил Хань Ли. Это фантастика. С твоей способностью мы сможем избежать многих опасностей, брат Хань. Ши Кун был очень обрадован, услышав это. Хань Ли просто улыбнулся в ответ. Глаза Лю Шуэр также загорелись, и она сказала: «Действительно, эта твоя способность сделает наше путешествие намного безопаснее, господин даосист Хань. Видя, как этот остров захвачен морским чудовищем, пойдемте и найди другое место для поселения. Не стоит тратить магическую силу на борьбу за такой остров». В этом случае Ши Кун согласился с предложением Лю Шуэр и немедленно кивнул, чтобы выразить свое одобрение. Однако Хань Ли покачал головой после краткого размышления. «Даже если мы найдем другое место, ситуация не улучшится». «А что ты имеешь в виду, брат Хань?» Ши Кун был несколько ошеломлен, услышав это. Лю Шуэр также повернулась к нему с намеком на недоумение в глазах. Вместо ответа на вопрос, Хань Ли ответил собственным вопросом. «Что вы двое думаете о скорости, с которой мы летели, чтобы добраться сюда?» Все было хорошо. «Мы летели не на полной скорости, но для меня это было 70% от моей полной скорости», ответил Ши Кун. «В том-то и дело. Мы летели на этой скорости целый день и всю ночь, так что, должно быть, мы уже преодолели миллионы километров. Вдобавок к этому, мы использовали свое духовное чутье, чтобы рыскать через вокруг все это время, так что тебе не кажется странным, что за все это время мы наткнулись только на этот остров?» Хань Ли вздохнул. «Что ты пытаешься сказать, брат Хань? Я не самый резкий, когда дело касается подобных вещей, и я ненавижу, когда люди говорят окольными путями», нетерпеливо хмыкнул Ши Кун. Услышав это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка. Он определенно не собирался верить, что Ши Кун был таким невежественным, каким он себя выставлял. «Хочешь сказать, что с морем что-то не так, и что даже если бы мы нашли другие острова, они, скорее всего, уже были бы захвачены другими морскими тварями?» Спросила Лю Шуэр. «Это именно то, что я имею в виду. Этот остров уже захвачен морским чудовищем, но он совсем не очень могущественный, и мы сможем с ним легко справиться. Я думаю, что это гораздо лучший образ действий, чем тратить время на поиски других островов», медленным голосом объяснил Хань Ли. «В этом есть смысл. Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь, брат Хань.
В любом случае, мы трое определенно сможем позаботиться об этом морском чудовище без каких-либо проблем, сказал Шикун, и в его глазах сверкнул свирепый взгляд. Я тоже думаю, что это хорошая идея, Лю Шуэр согласно кивнул после короткой паузы. Хорошо, в таком случае, давайте сделаем некоторые приготовления. В качестве меры предосторожности я собираюсь создать временную формацию, чтобы мы могли убить этого морского зверя, не будучи замеченными другими зверями в этом районе, спокойно сказал Хань Ли. Ши Кун и Лю Шуэр, естественно, не возражали против этого. Таким образом, Хань Ли перевернул руку, и на его ладони появилась стопка флагов формации. Он подбросил флаги формации в воздух, а затем скрепил ручную печать и начал что-то повторять. Около дюжины полос света разного цвета немедленно устремились к океану, а затем исчезли в мгновение ика. В следующее мгновение дюжина или около того толстых столбов света внезапно вырвалась из моря внизу. Эти столбы света затем рассеялись, образуя едва заметный белый световой барьер, охвативший весь остров. «Я помогу тебе», — внезапно сказала Лю Шуэр, подняв руку в воздух, отправив желтый диск в воздух, прежде чем мгновенно взлететь в воздух на высоту более 1000 футов над барьером белого света. Затем она указала пальцем вверх, и желтый диск повернулся на месте, прежде чем также испустить желтый световой барьер, который окружал белый световой барьер Хань Ли внутри него. С этими ограничениями, я уверен, мы не привлечем никакого внимания, даже если будем сражаться изо всех сил, сказала Лю Шуэр спокойным голосом. Ха-ха, в таком случае я смогу сражаться сколько душе угодно, весело фыркнул Шикун, и его тело вспыхнуло желтым светом, и он немедленно надел костюм желтых доспехов. Сразу после этого Шикун пролетел через 2 ограничительных барьера, устремившись прямо к острову. Издалека он был похож на падающую с неба желтую падающую звезду. Полоса желтого света с грохотом обрушилась на лес в самом центре острова, и желтые ударные волны, которые были видны невооруженным глазом, распространились во всех направлениях. Все деревья, скалы и горы, стоявшие на пути этих желтых ударных волн, мгновенно превратились в порошок. В мгновение эйка весь остров был стерт с лица земли. В центре острова Шикун-Горда стоял в массивном кратере глубиной в несколько футов, и он медленно отрывал свой кулак от земли. По сути, он уничтожил все на острове одним ударом. Лю Шуэр слегка вздрогнула при виде ужасающей разрушительной силы Шикуня, и глаза Хань Ли также слегка сузились. Оказалось, что уверенность Шикуна и его нежелание развивать объединенную секретную технику определенно не были необоснованными. Я всегда знала, что существа расы каменного кокона славятся своими могущественными телами, но похоже, что брат Ши, должно быть, также использовал довольно мощное искусство культивации. В противном случае, существо высшей расы не смогло бы выпустить такую разрушительную мощь, пробормотала Лю Шуэр не только для себя, но, похоже, также и для Хань Ли. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, как будто он даже не слышал того, что только что было сказано. Шикун, казалось, был очень доволен своей работой, и он поднял голову, как будто собирался что-то сказать Хань Ли и Лю Шуэр. Однако прямо в этот момент весь остров сильно затрясся, и черная морская вода вокруг него тоже начала взбалтываться, как если бы ее кипятили. Затем из морской воды вокруг небольшого острова вырвалось 7 или 8 толстых черных объектов, каждый из которых достигал 3000 футов в высоту и уходил в облака, как гигантские черные столбы. Тем не менее, эти столбы были покрыты мясистыми шишками и непрерывно изгибались, создавая ужасающее зрелище. Хань Ли сразу же сфокусировал свой взгляд и обнаружил, что все это были гигантские щупальца.